Дамы и господа, встречайте! Ведущая церемонии открытия третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца» Регина Тодоренко и Влад Топалов. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на третьем Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Совсем скоро в этот зал войдут главные герои сегодняшнего дня. Уникальные, неординарные, не похожие друг на друга, но одинаково счастливые пары со всей страны. Именно здесь, в Национальном центре «Россия», они сделают один из самых важных шагов в своей жизни. Станут мужем и женой. Хотя в нашем случае мужьями и женами. Сегодня, 8 июля 2026 года, на наших глазах появится 150 новых семей. И это только в Москве. Мы проводим свадебный фестиваль уже третий раз. И с гордостью можем сказать, каждый год был по-своему уникальным. Но в этот раз праздник приобретает невиданный масштаб. Его география впервые вышла далеко за пределы столицы. За последние 2 года открылись 3 филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске. И сегодня они вместе с Москвой принимают участников свадебного фестиваля, развивая эту добрую традицию. Национальный центр продолжает расти, и это повод для нашей общей гордости. В ближайших планах открытие филиалов в Рязани и Севастополе. Я уверена, однажды и там распишется не одна сотня пар. Но это еще не все. Впервые фестиваль приобрел международный статус. Сегодня здесь, вместе с участниками из России, свои семьи создают и зарубежные пары. Сколько же все-таки нового в этом году, представляете? В этот день сотни влюбленных одновременно начинают новую главу своей жизни. Они становятся частью самого масштабного свадебного события страны и одного из самых заметных свадебных событий мира. Давайте вместе встретим тех, ради кого проходит этот праздник. Женихов и невест третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». Поддержим их! Наши красивые, прекрасные Михаил Космылин и Ника Савугина, Ставропольский край. Владислав Желудков и Елена Иванова, город Москва. Александр Карцев и Виктория Тимченко, Курская область. Красивые, яркие. Александр Оржик и Валерия Дайондуб, Республика Тыва. Илья Кузьмин и Анна Васильева, Псковская область. Дмитрий Кузнецов и Елена Ерапова, Липецкая область. Алексей Абрамов и Наталья Федина, город Москва. Какая хрупкая, тоненькая, красивая невеста, невозможно. Михаил Кокарев и Евгения Князева, Московская область. Николай Зыков и Мария Зыкова, город Москва. Алексей Сорокин и Анастасия Тарасова, Челябинская область. Максим Гуданов и Юлия Цигулева, город Москва. Антон Борисов и Мария Кузнецова, город Санкт-Петербург. Егор Ноздрин и Елизавета Крыгина, Орловская область. Андрей Пашаев и Юлия Афанасьева, Республика Удмуртия. Как будто герои из сказки. А какие костюмы, посмотри, какие костюмы! Невероятные. Максим Михайлов и Светлана Вокуева, Ненецкий автономный округ. Артем Демченков и Виталина Сарафанникова, Тульская область. Максим Калиниченко и София Ахмадишина, город Санкт-Петербург. Евгений Мартынов
и Татьяна Фролова, Ульяновская область. Стильные невозможно. Роман Керимов и Наталья Орлова, город Москва. Олег Литовских и Елизавета Шехтель, Красноярский край. Павел Квасов и Галина Горбачева, Тамбовская область. Никита Андреев и Дарья Меркулова, Тамбовская область. Эдуард Хлоян и Анастасия Симонян, город Москва. Евгений Тихонов и Эршеф Барташевич, Новгородская область. Данияр Мусин и Анастасия Малютина, Томская область. Алексей Барабанов и Анна Гольнева, город Москва. Никита Довольнов и Полина Котова, Томская область. Поздравляем! Антон Васильев и Кристина Файзулаева, город Москва. Никита Кривошеев и Мария Евдокимова, Кемеровская область, Кузбасс. Богдан Петрук и Алина Калита, Самарская область. Роман Шереметьев и Владислава Буракова, город Москва. Тимур Денисов и Диана Привалихина, Республика Татарстан. Никита Алексеев и Полина Широкова, город Москва. Сергей Чуприна и Ульяна Крамаренко, Воронежская область. Даниил Левин и Валерия Провоторова, Кемеровская область, Кузбасс. Михаил Лапшин и Анастасия Борзова, город Москва. Дмитрий Полянский и Алина Полянская, Луганская Народная Республика. Марат Абдулов и Мария Малахова, город Москва. Владимир Панков и Анастасия Цуканова, Липецкая область. Владислав Евдомашкин и Майя Овчарова, город Москва. Павел Грибкин и Элина Хору, Тверская область. Вильгельм Дерягин и Инна Манжоленко, Калининградская область. Евгений Шустров и Алина Мингазова, город Санкт-Петербург. Илья Боринских и Луиза Вяткина, Пермский край. Александр Астафьев и Елена Чупейкина, Республика Мордовия. Александр Захаренко и Елизавета Гусева, Приморский край. Юрий Пушко и Ирина Безматерных, Кыргызская республика. Андрей Привалов и Арина Батькала, Пермский край. Александр Кудрицкий и Зульфия Кудрицкая, Республика Казахстан. Даниил Балдышов и Вероника Макеева, город Москва. Фарид Исмаилов и Вера Правдина, Республика Казахстан. Егор Кириллов и Татьяна Юданова, Ивановская область. Владислав Катичев и Юлия Малышева, город Санкт-Петербург. Просто невозможно, какие цветочные, радостные. Михаил Кузнецов и Елизавета Анафричук, Свердловская область.
Евгений Никонов и Александра Бобылева, Архангельская область. Архангельская область. Егор Макаревич и Валерия Пагулыч, Красноярский край. Просто как будто герой из какого-то романа. Дмитрий Шибаров и Екатерина Еремина, Нижегородская область. Сколько в них любви. Борис Рахманов и Ирина Порозова, Камчатский край. Александр Каширин и Ксения Варя, Республика Карелия. Егор Соловьев и Александра Бавилова, Краснодарский край. Данил Хвостиков и Полина Кузнецова, Саратовская область. Дмитрий Казанцев и Марина Семенова, Республика Мари-Эл. Кирилл Дрезенко и Анна Шмидт, Калининградская область. Нурум Джангалиев и Асель Каримова, Астраханская область. Борис Бедин и Ольга Роднова, Рязанская область. Ребята, поздравляем вас! Давайте поддержим их, те, кто в зале, давайте поддержим! Иван Шерманкин и Ирина Слесарева, Республика Мордовия. Алексей Пономарев и Анастасия Васина, Новосибирская область. Владислав Шиманский и Анна Пепелова, Вологодская область. Сергей Клочков и Мария Нестерова, Волгоградская область. Сергей Павлов и Дарья Бончук, Хабаровский край. Дмитрий Корниенко и Анастасия Беркова, Владимирская область. Даниил Вележев и Дарья Минаева, Тульская область. Дмитрий Кобзев и Ангелина Буланова, Ростовская область. Александр Анисимов и Анна Ялтыкова, Республика Удмуртия. Георгий Кунин и Диана Плисова, Ханты-Мансийский автономный округ. Ярослав Руденко и Алена Сыркова, Республика Башкортостан! Николай Зайцев и София Юрченкова, Республика Мордовия. Илья Колосов и Диана Зиборова, Тверская область. Усман Эскеров и Дарья Садовская, Чувашская республика. Александр Горохов и Владлена Иващенкова, Брянская область. Василий Шадрин и Александра Минаева, Магаданская область. Михаил Экимеев и Анастасия Гребенникова, Рязанская область. Артем Тимофеев и Сабина Щепотина, Московская область. Максим Кузьменко и Полина Ткаченко, Иркутская область. Даниил Харитонов и Полина Павлова, город Москва. Браво, друзья! Какой поцелуй! Горько, горько, ура! Ну подожди, рано еще. Андрей Крохин и Александра Черненко, Луганская Народная Республика. Иван Яровой и Мария Субботина, Москва. Степан Нижегородов и Александра Иковав, Магаданская область.
Арман Араян и Ангелина Шипицына, Тюменская область. Роман Фарзулин и Ксения Троегубова, Свердловская область. Антон Алпыспаев и Дарья Раскатова, Курганская область. Руслан Вяткин и Антонина Сергеева, Московская область. Владислав Черепанов и Карина Казакова, Алтайский край. Кирилл Каратаев и Анастасия Ростова, Кировская область. Никита Черников и Ирина Щелчкова, Тамбовская область. Святослав Харьяков и Дарья Бобрышева, Донецкая Народная Республика. Даниил Худяков и Александра Никонова, Еврейская автономная область. Максим Шорников и Дарья Фишер, Иркутская область. Михаил Дарбасов и Елизавета Николаева, Республика Саха, Якутия. Владимир Скрипник и Полина Луценко, Республика Крым. Артем Степанов и Вероника Бельская, Ленинградская область. Денис Тимофеев и Виктория Собянина, Ямало-Ненецкий автономный округ. Эмиль Абдулаев и Юлия Бортич, Московская область. Владимир Калачиков и Дарья Денисова, Новосибирская область. Александр Тельнов и Таисия Годунова, Брянская область. Куприян Шустов и Карина Кордейчик, Новосибирская область. Ренат Хаов и Милана Мугу, Республика Адыгея. Кирилл Скидан и Дарья Дружинина, Краснодарский край. Максим Яковлев и Юлия Карпикова, Московская область. Николай Сытник и Ксения Степаненко, Запорожская область. Андрей Ген и Мария Падерина, Республика Удмуртия. Виктор Сухомлинов и Дарья Шубина, Луганская Народная Республика. Егор Томилин и Анастасия Дьячук, Херсонская область. Анатолий Баринов и Юлия Серна, Московская область. Ой, в танце, хореографии. Вот так нужно жить, вот так. Дмитрий Остапенко и Диана Доронина, Белгородская область. Максим Петров и Дарья Плесткина, Московская область. Александр Соловьев и Юлия Иванова, Ярославская область. Владислав Алтарышев и Эмилия Танишева, Республика Алтай. Даниил Климов и София Воздилина, Курская область. Аюр Манджиев и Гирел
Ерендженова, Республика Калмыкия. Иван Терентьев и Полина Калькова, Владимирская область. Вячеслав Дронов и Анастасия Исакова, Калужская область. Сергей Боханов и Ксения Широкова, Орловская область. Роман Брызгалов и Елена Денисова, Костромская область. Кирилл Кириллов и Ангелина Рубака, Свердловская область. Василий Щербаков и Лариса Денисенко, Донецкая Народная Республика. Евгений Быков и Юлия Самарцева, Костромская область. Владислав Паршин и Анастасия Орлова, Севастополь. Кирилл Ганзвинт и Дарья Данилова, Хабаровский край. Виктор Михелев и Дарья Устимова, Оренбургская область. Александр Рычков и Александра Кулешова, Мурманская область. Александр Зайцев и Елизавета Иванютина, Брянская область. Инсаф Хидиятулин и Гузель Шамаксумова, Республика Татарстан. Смотри, какой стан, какая выправка. Просто как лебедь полетела невеста. Валентин Кучеренко и Алена Шатрова, Тюменская область. Владислав Шелпаков и Ирина Кинос, Смоленская область. Александр Арутюнян и Сатеник Арутюнян, Республика Армения. Антон Руспиленко и Виктория Юрко, Ямало-Ненецкий автономный округ. Такие яркие, такие цветущие, от них прям веет любовью. Алексей Шарапов и Елизавета Шевченко, Тюменская область. Не жалейте аплодисментов, дорогие друзья. Артем Азаров и Анастасия Бородина, Москва. Тимур Валиев и Людмила Черткоева, Северная Осетия. Егор Русак и Екатерина Ковалева, Республика Беларусь. Роман Румачик и Татьяна Крючкова, Ставропольский край. Руслан Вишняков и Варвара Павлова, Волгоградская область. Дорогие друзья, давайте поаплодируем друг другу. Вы такие чудесные, такие красивые, с горящими глазами. Эти аплодисменты вам! С праздником! Вы преодолели сотни, а кто-то даже тысячи километров, чтобы разделить этот счастливый день друг с другом и стать частью большого праздника. Сегодня мы с вами празднуем любовь. Это уникальный язык, понятный без слов в любой точке мира. Поверьте мне, я была в 109 странах и точно знаю, о чем говорю. Любовь объединяет людей разных национальностей и культур. И в этом ее сила и красота. На территории России живет больше 190 народов.
И я вижу это многообразие даже в нашем сегодняшнем зале. Посмотри, какие невероятные костюмы. Просто Какие- потрясающе. У каждой пары своя история любви, свои традиции. Но всех нас объединяет одно – искреннее желание пройти жизнь рука об руку с любимым человеком. Мы едины в любви. И именно так и звучит тема этого года. Едины в любви. Ваши аплодисменты, друзья. Это уже третий всероссийский свадебный фестиваль. За 2 предыдущих фестиваля свои отношения узаконили более 400 пар со всей России. У многих уже сбылись мечты, загаданные в день росписи. Пусть мечты, которые загадаете сегодня вы, тоже сбудутся. Ведь ваша свадьба проходит в особенный день, 8 июля, когда отмечают День семьи, любви и верности. И мы, Регина Тодоренко и Влад Топалов, как ведущие и семья, счастливы разделить вместе с вами этот потрясающий праздник. Спасибо вам, что вы здесь. И для торжественного открытия 3-го Всероссийского свадебного фестиваля на сцену приглашается генеральный директор Национального центра «Россия» Виртуозова Наталья Сергеевна. Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, ну, конечно, мы все, команда Национального центра «Россия», сегодня счастливы вас здесь приветствовать. Сегодня особенный день, 8 июля, вы его знаете, День семьи. Сегодня особенный день, потому что проходит 3-й Всероссийский свадебный фестиваль, и такого аналога вы сегодня присутствуете просто даже на событии, аналогов которому нет в мире. Это единственный в мире такой фестиваль. И он возможен именно в нашей стране. И здесь для нас честь вас всех приветствовать в Национальном центре «Россия». Вас сегодня приветствовали с утра такие, ну, для нашей страны большие люди. Сергей Владимирович Кириенко, Татьяна Алексеевна Голикова. Мы находимся в центре, который создан нашим президентом. Благодаря ему мы собрались здесь, и сегодня весь центр отдан только вам. Вы, если видите, сегодня, мне кажется, уже вся Москва отдана вам, потому что перекрыто движение. И мне кажется, каждый житель Москвы чувствует, что сегодня к нам приехали для счастья. Ребят, если честно, я стояла там сбоку, и я знаю, что вы немножко устали. Очень насыщенный день, впереди очень важное событие. Но для меня, конечно, большое счастье видеть ваши глаза, и я вижу, какие вы разные. Но, как очень часто говорит нам наш президент, в нашей стране мы едины, все такие разные обычаи, у нас очень много языков, разные национальности, разные даже традиции жениться, выходить замуж. Но едины мы все в любви. А сегодня вы еще станете едины в своей семье. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить искренне от Национального центра «Россия», да, может быть, от всей нашей страны, если я могу себе позволить, за то, что вы решились вот этот сокровенный день провести здесь. Сейчас вот я выходила, шла к вам, тысячи людей по всей стране, и я вот это просто не просто так говорю, смотрят вас в прямой трансляции, на фотографиях, по телевидению, в сюжетах. Сегодня вся страна наблюдает за вами. И благодаря вам, именно сегодня, я уверена, будут те, которые тоже захотят, пусть сегодня просто признаться в любви, если стесняются, а может быть сделать предложение, а может быть просто решиться сделать этот шаг. Вы рождаете традицию, как вот на первом нашем фестивале «Семья из Бурятии», которые счастливо живут, они предложили нам сделать этот фестиваль традиционным. Мы
их послушали и это делаем. Но я вас хочу поблагодарить за то, что вы, делясь этим сокровенным, своей любовью, своей верностью, своей смелостью, сегодня делитесь со всей страной, с миром, что вот это и есть счастье. Счастье в любви, в семье. И я хочу вам пожелать, все-таки у нас все, кто женится на фестивале, расставание невозможно. Поэтому вы сегодня, пожалуйста, об этом много подумайте. И я хочу... Ну, вам уже поздно. ЗАГС на месте. Вот, ребят, конечно, жизнь непростая штука, она очень интересная, разная. Я хочу закончить свою речь словами нашего великого писателя Федора Достоевского, который когда-то написал, что любовь — это не чувство, любовь — это поступок, тихий и простой. Вот сегодня вы совершаете поступок, и пусть будьте в этом поступке верны друг другу, счастливы, и благодаря вам наша страна будет с каждым днем расцветать, будет крепчать и будет все счастливее. С праздником вас, ребята! Спасибо вам огромное, Наталья Сергеевна. Спасибо за ваши горящие глаза и за открытие 3-го Всероссийского свадебного фестиваля. Бурными аплодисментами провожаем! Наш свадебный фестиваль действительно никого не оставляет равнодушным. Он вдохновляет не только на создание семьи, но и на творчество. Один из женихов этого года, Валентин Кучеренко, воодушевился самой идеей свадебного фестиваля и своим участием в нем вместе с любимой девушкой и написал песню, посвященную нашему празднику. Команда Национального центра помогла Валентину доработать песню и написать музыку. Эта работа настолько всем понравилась, что стала гимном всего свадебного фестиваля. Вот-вот на наших глазах родится еще одна традиция – исполнение гимна. И сейчас прозвучит премьера. Прямо сейчас на этой сцене автор гимна Валентин Кучеренко и его невеста Алена Шатрова из Тюмени, а также пары 3-го Всероссийского свадебного фестиваля, которые исполнят гимн вместе. Давайте поддержим их аплодисментами! Камчатки до Смоленска, от Амура до Невы собрала любовь сегодня новобрачных всей страны. Под московским ясным небом, где история живет, тысячи счастливых судеб новый начинают взлет. Семья, любовь и верность, сердца России бьются в унисон. Мы вместе — это сила, и счастьем озарен наш общий дом. Пусть звучат сегодня клятвы под сиянием золотых огней, где судьбы становятся одною, чтоб зажечь созвездия семей. Чистый свет добрым словом этот праздник озарен. Каждый взгляд наполнен счастьем, Каждый миг любовью окрылен. пусть хранит любовь веками наших судеб переплет. Нет прекраснее призвания Друг для друга быть семьей. Семья, любовь и верность, сердца России бьются в унисон. Мы вместе — это сила, и счастьем озарен наш общий дом. Пусть звучат сегодня клятвы под сиянием золотых огней, где судьбы становятся одною, чтоб зажечь созвездия семей.
Пусть любовь, семья и верность с нами будут сквозь года. И ведет дорогой счастья Путеводная звезда. Семья, любовь и верность, сердца России бьются в унисон. Мы вместе, это сила, и счастьем озарен наш общий дом. Пусть звучат сегодня клятвы под сиянием золотых огней. Если мы становятся одною, чтоб зажечь созвездия сильней. Искупайте в аплодисментах наших героев! Благодарим наших исполнителей. Валентин, Алена, спасибо вам огромное и всем парам, которые сегодня подарили нашему фестивалю настоящий музыкальный символ. Спасибо, друзья! В этом году фестиваль приобрел статус ежегодного, и мы очень рады, что он становится настоящей традицией и распространяется дальше. В 3 филиалах Национального центра церемонии бракосочетания уже прошли. Все началось во Владивостоке, там, где в нашей стране встречают рассвет. Затем заветное «да» сказали друг другу пары в Красноярске и Ханты-Мансийске. И пока Москва готовится к тому, чтобы подхватить эту эстафету и создать 150 новых семей, давайте все вместе посмотрим, как сегодняшний праздник проходит в других городах нашей страны. За последние 2 года в 3 городах России открылись филиалы Национального центра. Теперь традицию свадебного фестиваля с гордостью продолжают Владивосток, Красноярск и Ханты-Мансийск. Сегодня первыми говорим друг другу «да», именно мы. Этот фестиваль символизирует объединение всех, кто любит друг друга. Это такая сила, это такая любовь пребывает в каждом из нас. Мы действительно счастливы, потому что это наша традиция 8 июля. Мы уже расписались. Мы одна семья. Красноярск, твоя очередь. Настроение вообще такое праздничное и ощущения потрясающие. Круто быть частью вот этого события, чего-то масштабного. Невероятные эмоции от сегодняшнего мероприятия. 8 пар одновременно расписались. Владивосток, мы тоже сказали «да». Теперь настало время Ханты-Мансийска. Пусть счастливых семей в России становится как можно больше. Мы мечтали пожениться именно на Всероссийском свадебном фестивале. И сегодня наша мечта сбылась. Югра сегодня стала еще богаче на новые и счастливые семьи. Наша церемония уже прошла. Москва, вперед! Ждем ваших свадеб. Владивосток, Красноярск, Ханты-Мансийск, Москва. Теперь твоя очередь. Мы едины в любви. Какое же счастье видеть такие счастливые, искрящиеся любовью глаза этих невероятных людей. Им огромные аплодисменты. Они нас смотрят, они нас слышат. Овации, друзья! Мы вас поздравляем, ребята! Поздравляем все пары из филиалов Национального центра с днем рождения их семей. Вот и настал момент, ради которого мы все здесь собрались. Мы приглашаем на сцену ведущую торжественных церемоний,
Дворца бракосочетания на ВДНХ Анну Юрьевну Миронову. Уважаемые женихи и невесты, я рада приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания 3-го Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». В нашей стране живет больше 140 миллионов человек, в мире больше 8 миллиардов. Встреча ваших сердец и трепетные чувства, зародившиеся между вами, это бесценный дар. Каждая пара в этом зале уникальна своей историей, опытом, неповторимыми традициями. Не найти двух одинаковых судеб, как и не найти двух одинаковых семей. Среди миллионов людей найти человека, который из незнакомца станет родным. Большая удача. И вы, я уверена, цените это. Любовь обладает преображающей силой. Она способна превратить «я» в «мы». Она помогает увидеть в другом самое светлое и чистое, исполняет сокровенное и наполняет жизнь новыми смыслами. Здесь собрались женихи и невесты из самых разных уголков России. Вот-вот вы станете семьями, и у каждой семьи будет собственный путь. Но день ее рождения сегодня один на всех. Любовь, как мы знаем, сильнее различий. Она соединяет людей вопреки расстоянию, времени и обстоятельствам. Мы говорим на разных языках, бережем разные традиции, можем смотреть на мир под разным углом, но в самом важном мы едины в искреннем чувстве любви. Мы вдруг осознаем, что случайностей не бывает, и два разных человека вовсе не чужие друг другу люди, а части одного целого, встреча которых предназначена судьбой. Если сегодня вы можете произнести «мне есть, что тебе сказать», но и есть к чему прислушаться, то вы сделали правильный выбор. А это значит, что разум и сердце помогут ответить на главный вопрос: является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, женихи. Ваш ответ, невесты. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Уважаемые женихи и невесты, ваша любовь – это настоящее чудо. Сегодня вы сделали выбор, который определит всю дальнейшую жизнь. Выбрали человека, с которым будете идти одной дорогой, встречать рассветы, исполнять задуманное. Москва сейчас искрится счастьем, ее воздух пронизан любовью, а наш зал – улыбками. Ведь здесь рождаются десятки новых семей. У каждой своя история, но объединяет всех одна мечта – любить и быть любимым. Пусть символом этой общей мечты, любви и верности станут обручальные кольца. Обменяйтесь ими, и пусть они всегда напоминают вам
этот светлый миг, день рождения вашей семьи. Июля 2026 года в столице России, в городе Москве, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Уважаемые супруги, с этого дня вы семья. Берегите друг друга, храните ваши мечты и никогда не забывайте тот взгляд, с которого однажды началась ваша история. Примите ваш семейный документ, свидетельство о заключении брака. На этом торжественная церемония бракосочетания 3-го Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца» подошла к концу. Желаю вам всего самого доброго и светлого. Давайте поблагодарим регистратора Анну Юрьевну Миронову и проводим ее громкими аплодисментами. Ну что, дорогие молодожены! Громче, 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 не слышу! Да-да, я теперь буду обращаться к вам именно так, дорогие молодожены свадебного, 3-го свадебного фестиваля. Сегодня вы стали семьей, и теперь вы едины в семье. Мне просто не верится, на самом деле я смотрю на вас, и мне хочется плакать от счастья, потому что от вас веет такой любовью, таким трепетом, таким счастьем. Я поздравляю вас! И предлагаю сделать, конечно же, фотографию на память. Поднимите, пожалуйста, ручки вверх и покажите ваши обручальные кольца. Какие красивые все, боже мой. Я помню себя. А нас не фотографируют. А нас никто не фотографирует. Я помню себя, когда я с дрожащими руками 8 лет назад надевала тебе на палец кольцо и думала о том, что, боже мой, хоть бы не выпало, хоть бы не выпало, хоть бы не выпало кольцо. У всех такое было только что? Да? У кого выпало? Ни у кого. Хорошо. А даже если бы и выпало, ничего страшного. Ведь всегда побеждает любовь. Конечно. С этого момента начинается создание вашей собственной истории. А какая же история без семейных реликвий? Перед каждой парой на тумбе лежат эксклюзивные тарелки. Обратите внимание, они созданы специально для нашего фестиваля. Это подарок от Национального центра. Первый подарок, который вы получаете как семья. Вы можете взять их в руки, рассмотреть. А мы расскажем, что делать дальше, чтобы тарелка превратилась в символ вашей семьи. Итак, все нашли подарки? Да? Нашли? Ну, не нашли? Скажите еще раз, все нашли подарки? Отлично. Обратите внимание, что наши тарелки круглой формы. Это не просто так. Круг – символ бесконечности, гармонии. У него нет ни начала, ни конца, как у настоящей любви. Чтобы запечатлеть сегодняшний день, оставьте в центре тарелки какое-то ценное для вас слово или фразу.
Это может быть же пожелание или просто «люблю». Вы теперь семья, и вам нужно вместе принять решение, что именно вы напишете. Первый подарок, знаешь ли, и сразу первое именно семейное решение. Придется учиться договариваться. Этот навык, друзья, пригодится. Я скажу вам, как замужняя, ну, чуть-чуть опытная женщина. Кто бы говорил? Спустя годы вы будете доставать эту тарелку на важные праздники, показывать детям и внукам и вспоминать, что 8 июля 2026 года родилась ваша семья. Дорогие молодожены, подписывайте. Мне уже очень интересно узнать, что же пишут что наши бы мы написали? молодожены. А что бы мы написали? Ну, может, просто люблю, да? Дом есть дом. Дом есть дом, конечно. Или ты мой дом. Ну, ты мой Ты дом. мой дом, да, да. Но каждый пишет что-то Раньше свое. я был мой дом, а теперь ты. А теперь и я твой дом, да? Ну. Если написали, если готовы поделиться с нами своей семейной реликвией, тогда поднимите, пожалуйста, ваши тарелки. Посмотрите, какие они разные, но при этом одинаково прекрасны. И давайте, конечно же, сфотографируемся, друзья. Запечатлим этот потрясающий момент. Раз и навсегда. Мы, конечно же, не могли без подарка. И для нас большая честь, что первый ваш свадебный танец будет исполнен под нашу композицию. Друзья, это важный момент в жизни вашей семьи. Ваш первый свадебный танец. Я как сейчас помню, как это было. Это было волнительно, это было трепетно, это было, наверное, сказочно и волшебно. Мы для вас споем нашу песню, которая называется... Как? А ты забыл, потому что ты волновался, как сейчас, Да. когда ты со мной танцевал. Бывает. Наша песня называется «Знают небеса». Знают небеса, да. Это мой муж. Я тебя однажды встретил в парке раннею весной. Аромат сирени сладкой одурманил нас с тобой. Без тебя теперь не в силах я прожить, поверь, ни дня. И скажу судьбе спасибо за тебя, любовь моя. Знают небеса, как я люблю тебя, и богов молю за то, что ты была, за тепло души и нежность рук твоих. Этот мир разделим только на двоих. С неба звезды брошу я к твоим ногам.
Поздравляем вас! Спасибо вам, дорогие друзья! Спасибо за вашу любовь. Это очень ценно и очень-очень почетно. Поздравляем вас с первым танцем вашей семьи. Нам было очень приятно разделить этот танец вместе с вами. И спасибо тебе, моя дорогая, прекрасная и любимая, что спустя столько лет ты все равно еще со мной поешь и танцуешь. Спасибо тебе огромное. Я люблю тебя просто. Так и я тебя тоже люблю. Что ж ты поделал? Муж и жена – это пара. Это двое непростых человек. Но за этими двумя всегда стоят еще и близкие люди. Родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, друзья. Все те, кто любит вас и поддерживает. Когда вы заключаете брак, вы выбираете не только своего супруга, но и его семью. Мы с Региной тоже почти 8 лет назад объединили наши семьи. И ты тоже выбрал мою семью? Нет, я ее получил с тобой просто. Но я ее очень люблю. Теща, привет. И можем вам сказать, с этого дня у вас, дорогие молодожены, появляется еще больше поводов собираться за одним столом на дни рождения, свадьбы, годовщины и много-много других теперь семейных праздников. В вашей семье становится больше людей, а значит больше любви, которой можно поделиться. И следующий номер напомнит, как все-таки много вокруг нас любви. Поздравляем вас с днем свадьбы. Желаем счастья, достатка, радости, светлого пути и море незабываемых впечатлений. Дорогие молодожены, вы создаете свою семью в один из самых важных и почитаемых праздников для нашей страны – День семьи, любви и верности. Пусть этот день станет отправной датой для вашей долгой и счастливой семейной жизни. Желаем вам построить крепкую и счастливую семью. Берегите друг друга, ведь теперь вы единое целое. Пусть Господь хранит вас на всех путях. Мечтайте и добивайтесь вместе всего желаемого. Бережно храните в своих сердцах любовь и уважение. Желаем вам счастья, благополучия, много-много радостных моментов. Желаем вам, чтобы вы прошли все жизненные препятствия вместе, крепко держась за руки. Смело шагайте вперед и каждый день старайтесь радовать друг друга. Пусть ваш дом всегда будет полон любви и заботы. Сердечно поздравляю вас с днем бракосочетания. Пусть ваш союз будет крепким. Примите самые искренние поздравления с рождением вашей семьи. Вы стали одной командой. Пусть в вашей лиге будут одни победы, без проигрышей. Поздравляем вас с таким счастливым, важным событием в вашей жизни. С днем бракосочетания. Дорогие, любимые дети, сегодня вы открываете новую главу в вашей жизни. Пусть ваш брак будет крепче любого металла, а любовь ярче всех красок мира. И знайте, что у вас всегда будет наша поддержка и любовь с огромным счастьем и бесконечной любви. Живите друг для друга, любите и цените то, что имеете. Пусть в вашем доме царят уют, гармония и детский смех. Берегите друг друга. Поддерживайте в любых начинаниях. Дорогие молодожены, поздравляю вас с днем создания семьи. Счастья вам и нежности, мудрости и терпения. Берегите друг друга. Цените простые радости. Пусть у вас все получится.
процветания. Пусть ваш союз будет крепким, как сталь, и нежным, как рассвет. Берегите свои чувства. Идите по жизни рука об руку. Желаем, чтобы в вашем доме всегда царили уют, гармония и радость. Будьте друг для друга лучшим примером, источником вдохновения и энергии. Сохраните то тепло, которое объединяет вас сегодня сквозь все годы. Берегите друг друга, доверяйте, и пусть ваша семья с каждым днем становится только крепче. Секрет счастливого брака – влюбляться во вторую половинку снова и снова. Пусть в вашей семье будет именно так. Сегодня вы вступили в брак. Для вас счастливый день на свете. Раз вы зажгли любви маяк, то пусть он вам всю жизнь светит. Желаю вам много-много-много счастливых лет в вашей совместной жизни. Любите, берегите друг друга и уважайте, это важно. Пусть цвет любви озаряет вашу жизнь, наполняет ее радостью и душевным теплом. Будьте счастливы, берегите друг друга. Пусть ваша любовь с каждым днем становится только крепче, а дом наполняется теплом, уютом, радостным детским смехом. Берегите друг друга. Пусть оберегает вас сила рода. И поддержка близких. Счастья вам. Мира вам, взаимопонимания, доверия и верности. Пусть в вашем семейном очаге ярко и постоянно горит огонь. Цените, уважайте и берегите свою семью. От всей души поздравляем вас с рождением новой, замечательной и дружной семьи. Любите, цените и вдохновляйте друг друга каждый день. За то, чтобы горе ваш путь миновало. За то, чтобы звучала для вас вновь и вновь народная мудрость. Совет да любовь. Желаем вам побольше детишек. Мы вас любим. Поздравляем! Поздравляю вас с самым главным и важным событием в вашей жизни. Желаю вашей семье процветания, любви и всего самого замечательного. Пусть ваш союз будет крепким, любовь вечной, а каждый день наполнен радостью и гармонией. Желаю всем счастья, любви. Преодоляйте вместе все кризисы, не ругайтесь, не собачьтесь. Чтобы ваша семья всегда была очень крепкой. Вы теперь одна команда. Вы теперь одна семья. Свадьба – это не просто красивый праздник, это начало большого совместного пути. Желаем вам, чтобы любовь не угасала, а разгоралась с новой силой. Создавайте свои традиции. Будьте друг для друга опорой и поддержкой. Счастья и любви вам. Искренне поздравляем вас. Ждем вас домой в статусе мужа и жены. Желаем вам прожить долгую и счастливую совместную жизнь. Поздравляем вас с днем свадьбы. Желаю вам оставаться такими же красивыми, как в этот день. Сегодня вы сказали друг другу самые важные слова. Да. Глядя на вас, понимаешь, вот оно, настоящее счастье. Доверяйте друг другу, смейтесь над мелочами и всегда находите время просто побыть рядом. Цените каждую минуту вместе, слушайте и слышите друг друга. Счастья, радости и, конечно, горько! Счастье, наполненного звонким детским смехом и радостью общих побед. Сегодня муж вы и жена, да будет это навсегда. Поздравляем вас с этим прекрасным днем! Сохраняйте культуру, традиции и ценности предков. пусть вас благословляют духи Священной земли Оланфа. А жизнь будет щедрой и изобильной. как наш. Родной край! Пусть ваша любовь с каждым годом становится только глубже. Пусть с этого дня вашу семью окутывает только огромное счастье, безудержная любовь. Вы пара, вы семья. Желаю вам быть на одной волне. Желаем вам бесконечного счастья, много-много самых ярких, красочных событий. Поздравляем! Счастья вам, молодожены!
что этот ролик тронул многих из вас. Давайте поблагодарим всех, кто стал частью этого поздравления аплодисментами! Дорогие молодожены, настало время обняться со своими близкими, рассказать им о своих чувствах и разделить с ними такой важный момент. Мы приглашаем родителей, друзей, родственников и всех, кто приехал поддержать наши пары, в зал. Проходите к молодоженам и поздравьте. Теперь вы одна семья! Где прекрасные папы, мамы, братья, друзья, сестры? Я прям вижу уже одну маму, плачущую от счастья. Плачьте, мама, плачьте правильно. Так и надо. Ведь этот день запомнится на всю жизнь. Сегодня можно делиться эмоциями. Не сдерживайте себя. Будьте открыты, будьте щедры на любые эмоции. Всем добрый вечер, кого не видели! Здравствуйте, красивые, прекрасные члены семей, кланов, родов. Теперь вы все ближе, вы все одна семья. С сегодняшнего дня ваша жизнь никогда не будет прежней. Абсолютно с тобой согласна. Отношения – это живой организм, который будет меняться каждый день, с каждым новым событием. Пускай ваши семьи становятся только крепче, больше, разрастайтесь, врастайте друг в друга. Мужчины, будьте внимательны и особо обходительны с мамой невесты. Это мой вам совет. Любите ее, дарите ей цветы, подарки, спрашивайте у нее как можно чаще, как у нее дела. И говорите, что ее дочь самая прекрасная в мире, и вам несказанно повезло. У меня работает. Дорогие наши девушки, а вы не забывайте полагаться на свекровь, потому что эта женщина, поверьте, вам очень поможет укротить вашего мужа. Поможет. Невероятные, очень красиво. Посмотри, как нашу пару буквально в кольцо окружили родственники, обнимаются, целуются, плачут. Это правда очень трогательный день. Самое интересное, что я сейчас наблюдаю за этой красотой и вспоминаю, как это было у нас. Вспоминаю, что вроде бы в этот момент уже все друг друга знают, и все уже были родные. Но нет, вот с этого момента как будто все по-другому. Другие объятия. По-другому жмешь руку отцу своей жены. По-другому обнимаешь тещу. По-другому обнимаешь сестру жены. Я помню, как в день нашей свадьбы твои родители начали называть меня доченька. Все, для них я тоже стала той самой доченькой. А меня до сих пор твои родители не называют сыночек. Интересно, что же это значит? Это значит, что у вас хорошая сепарация с моими родителями. Красивые такие. Здравствуйте всем, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы пришли поддержать этих прекрасных, смелых, влюбленных людей. Им очень-очень нужна сегодня ваша поддержка, ваша радость, потому что им хочется ее разделить именно с вами, с близкими, с родными, с семьями, с друзьями. Самое нежное состояние, которое только можно чувствовать, происходит именно сегодня. И мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, сестры, братья, друзья приехали вас поздравить. А ты помнишь, как мы женились? Ты плакала все время. Я рыдала. Непонятно, от счастья ли. Ладно. Сейчас-то понятно, наверное, или нет? Шучу, от счастья, конечно, от счастья. Я очень хотела, ты знаешь, когда мы шли с тобой на роспись, думала, что, это такой один из дней моей жизни. Но на самом деле внутри я дико волновалась, все щекотало, коленки дрожали. И я помню тот момент, когда мы обменялись кольцами, и я разрыдалась. Потому что это такой эмоциональный накал. Это невозможно сравнить ни с чем. Это ощущение, когда
ты обретаешь свою собственную семью. И за тобой огромная семья, огромный клан, который будет тебя поддерживать, любить всю жизнь. Пускай у вас будет так же. И знаешь что? Пусть таких трогательных моментов в семейной жизни наших молодоженов будет как можно больше. Пусть будут только слезы счастья. Согласна. Поздравляем вас! Семья – это не только те, с кем нас связывает кровное родство. Это еще друзья, которые иногда знают нас лучше, чем мы сами. Это те, кто могут позвонить в 2 часа ночи, и ты возьмешь трубку. Это те, кто всегда приедет и поможет. Подруга может стать настоящей сестрой, а друг – братом. И мы не случайно об этом заговорили. У нас есть для вас еще один большой сюрприз. Одна из самых трогательных историй свадебного фестиваля развернется прямо сейчас, на ваших глазах, на этой сцене. Среди участников нашего фестиваля есть пара Руслана Вишнякова и его жены Варвары. И сейчас мы поделимся важной для Руслана историей. Руслан, помашите нам из зала, пожалуйста. Руслан здесь. Здравствуйте, Руслан! Руслан, приветствуем вас. Очень рада знакомству. Руслан Вишняков познакомился с Александром Воробьевым при подаче документов в военкомат. Так ли это? Они попали в одну роту, вместе проходили службу. И обычное знакомство быстро переросло в крепкую дружбу. Они не раз выручали друг друга. Испытания сделали их настолько близкими, что сегодня ребята называют друг друга братьями. Друзья даже дали обещание жениться на своих девушках в один день, представляете? Они решили разделить этот момент не только со своими семьями, но и с тем, кто стал названным братом. Но судьба распорядилась иначе. Сегодня Руслан вместе с Варварой создал свою семью здесь, на 3-м Всероссийском свадебном фестивале. И мы приглашаем их подняться к нам. Руслан, Варвара, поднимайтесь. Встречаем аплодисментами Варвара и Руслан, наши молодожены. Руслан здесь на фестивале, а Александр продолжает службу вдали от дома. Александр очень разносторонний, талантливый молодой человек. Он не только защитник Родины, но еще и пишет прекрасные, трогательные стихи. И, Руслан, Александр записал для вас поздравления. Внимание на экран! Мы с Русом с Волжского берега в подразделение попали в один день. Приказы, выполняя под Авдеевкой, со временем забыли слово «лень». Не то, что подружились, это мягко. Вернее, здесь в контексте слово «брат». Да, быт налаживался не совсем гладко, но в любом случае здесь оказаться рад. Рус на глазах моих окрепов стал взрослее. Я тоже вырос, чего уж тут скрывать. Мы победим. Ни капли нет сомнений, ведь в русских генах навык побеждать. За эти годы много понял в дружбе. Здесь масок нет и нет фальшивых драм. Мне Руся братом стал не только по оружию, родным, пусть и от разных пап и мам. И вот тот день. Ты женишься, братишка, и вся страна стала свидетелем новой главы, забавной, классной книжки. Теперь в ней Варя, Катя, я и ты. Я лично хотел бы поздравить тебя и помню, об этом тебе обещал. Я лично хотел бы поздравить тебя и помню, об этом тебе обещал. Сегодня у тебя появилась семья, а я поздравляю, я слово сдержал. Такое событие, наверное, происходит раз в жизни, когда встречаются близкие, любимые люди. И где бы ты ни был, в какой точке земли, насколько сложно не было бы, они все равно соединяются. Спасибо вам огромное, ребята, что приехали. Спасибо вам, Александр. Катя.
А я от себя хочу еще сказать огромное спасибо за такой пример дружбы и мужского слова. У нас 3 сына, и я вот жалею, что они сегодня не в зале, они не видят вас, не видят того, что такое дружба, как она должна выглядеть, как она должна звучать, и что такое братство. Ребят, спасибо, дай Бог вам здоровья и огромного счастья. Дружите вместе. Служим России военной разведки. Очень трогательный момент. Мы провожаем вас громогласными аплодисментами. Третий раз в жизни я вижу, как ты плачешь. Я не плачу и не рыдаю. Дорогие молодожены, только что на ваших глазах сбылась одна мечта. И я считаю, что это самое потрясающее свойство мечт. Они сбываются. Мы уже говорили, что все мы едины в любви. А еще на самом деле мы ведь едины в мечтах. Тысячи семей по всей России мечтают об одном и том же. Построить дом, вырастить детей, увидеть мир, найти общее дело. Я мечтаю купить мотоцикл уже много лет. Ты можешь мечтать об этом дальше. Нет, это моя мечта, правда? Но это твоя мечта, правда. Да. А вот общую мечту давай. Общая мечта. Я мечтаю поехать с детьми куда-нибудь вместе, не на работу, а чуть-чуть отдохнуть. О, вот побыть я согласна. с вами. Я согласна, я готова собирать чемоданы, давай покупать билеты. А вообще, знаете, самые правильные мечты — это те, которые наши совместные. Ну, я так считаю, по крайней мере. Простые ведь они, земные и самые настоящие. И я думаю, что участники меня поддержат. Я абсолютно с тобой согласен, я тоже так думаю. Дорогие мужья и жены, сейчас мы покажем вам, что мечты действительно сбываются. На примере реальных пар, которые, как и вы, начинали свою семейную историю на свадебном фестивале. После этого ролика вы точно станете мечтать больше, мечтать сильнее. Внимание на экран. Мечты сбываются. Об этом точно знают участники Всероссийского свадебного фестиваля. Анна и Юрий Ежовы приехали на первый свадебный фестиваль из Московской области. Атмосфера праздника, единства и семейных ценностей настолько вдохновила молодоженов, что они воплотили свою давнюю мечту, открыли свое дело и стали организовывать выезды на природу для детей и родителей. В 2025 году собрались 7 семей и устроили настоящий семейный лагерь с квестами, поиском сокровищ, творческими мастер-классами. А еще в семье Ежовых произошло большое чудо. Родился прекрасный ребенок. Самое большое счастье для нас – это наша дочь Кристина. В 2025 году мы узнали, что станем родителями, а в мае 2026 она появилась на свет. Сегодня мы продолжаем заниматься любимым делом, развивать проекты и путешествовать. Только теперь уже втроем. И каждый раз, когда собираем палатку, понимаем, что наша главная мечта сбылась. Мы создали крепкую, счастливую семью. Татьяна и Дмитрий Дроновы из Калужской области создали семью на втором свадебном фестивале. Они загадали желание, чтобы на третьем свадебном фестивале женился уже их старший сын Вячеслав на своей девушке Анастасии. Так и произошло. Влюбленные, которые вместе еще со школы, сегодня сказали друг другу «да». Люди мечтают о рождении детей, а мы теперь мечтаем о рождении внуков. Виталий и Сахая Андреевы расписались на втором свадебном фестивале. Долгое время они мечтали о собственном доме, и теперь муж и жена официально принимают поздравления. Мы мечтали о том, чтобы мы заимели свое местечко, где можем жить, обитать и дальше продолжать наш род. Приобрели квартиру, и в которой мы уже будем строить наше семейное счастье. Также у нас есть еще одна хорошая новость. Мы сейчас беременны, да? Вот, для нас это очень радостно проживать в настоящее время и чувствовать такие эмоции. Сегодня супруги строят не только собственный дом, но и семейную историю, в которой бережно сохраняют традиции народа Саха и передают их дальше.
Елизавета Гимбут и Артем Киреев тоже стали семьей на втором свадебном фестивале. На церемонии закрытия они получили в подарок поездку на Кавказ, которая перевернула их мир. За этот год мы объехали несколько городов России, побывали в разных странах. А ради новых путешествий даже вместе сдали на водительские права. Но, наверное, самая важная новость сейчас – это то, что мы готовимся стать родителями. Мы уже с улыбкой представляем, как скоро будем путешествовать уже втроем, показывать нашему ребенку Россию и мир. Анастасия и Александр Головановы тоже мечтали о ребенке. И эта мечта сбылась. Пара расписалась на первом свадебном фестивале. И недавно супруги стали родителями сына Льва. Теперь в их доме стало больше смеха, тепла и маленьких чудес, из которых и складывается настоящее семейное счастье. Я уверена, у нас с мужем еще столько всего хорошего впереди. Все цели точно станут нашей реальностью, а желания точно исполнятся. Мечтайте вместе и делайте это смело, потому что именно из мечты однажды рождается дом, дети, любимое дело и целая история длиною в жизнь. Загадывайте самое сокровенное для вашей семьи прямо сейчас, ведь на Всероссийском свадебном фестивале все сбывается. Все точно сбывается. Ну, послушайте, брак, конечно, это дело тонкое. Каждому в паре надо понимать, что любить в своем партнере придется все, а не только то, что нравится. С чем-то придется мириться и в итоге согласиться. Говорю из опыта. Так. Это с чем тебе приходится соглашаться в нашем браке? Подожди, ну смотри, ты мне в наших клятвах обещала, что ты меня научишь устанавливать палатку, там ходить в горы, вот это все, путешествовать. Конечно, да. Так вот, смотри, когда ты утром просыпаешься и говоришь, все, давай, палатку собрала, сейчас мы едем в Мурманск, потом в Тверь, потом в Псков, потом еще куда-то. На Эльбрус. Да, в конце на Эльбрус. Ну, мне не нравится. Что же не нравится? Это потому что ты Мне любишь хочется... отель и теплый душ? Не отель, а любой, просто кроватку, просто матрас, просто вот, чтобы тепло было. Ну что я могу тебе сказать? Придется терпеть и любить. Да, я терплю и люблю с удовольствием. Ну ты тоже знаешь, не сахар, не мед, потому что ты иногда сердишься на меня за то, что я опаздываю, просишь собираться побыстрее, давай заранее приходить. А как с 3 детьми заранее собираться, вы мне скажите? Но, как вы видите, это лишь малая часть наших семейных переговоров. Теперь вы это будете называть так. Теперь это называется только так. Переговоры. Больше это никак нельзя называть, иначе это перерастает в еще большие переговоры. Ну и прекрасно. Это же жизнь. Знаете, вот в чем секрет? В том, что мы давно перестали друг друга переделывать и просто любим такими, какие есть на самом деле. На Эльбрус я с тобой по-прежнему не готов, да. Но на Алтай с удовольствием. Ну, хорошо, ладно, согласна. Тогда я буду собираться не 1,5 часа, а 1:15. Подходит? О, это мне? Это тебе. Спасибо. Пользуясь сегодняшним случаем и праздником, ведь у нас же тоже с тобой маленький праздник, ведь сегодня день семьи, любви и верности. И я хочу тебе сказать огромное спасибо за каждую минуту последних 10 лет моей жизни, за каждое мгновение, за каждую секунду, за каждую чашку чая, за каждое люблю, за каждую смс-ку, за каждый звонок, за каждую фотографию. Конечно же, за наших детей спасибо тебе. Спасибо тебе за тот подвиг, который ты совершаешь ради нас 4. Каждый день своей жизни, когда ты не спишь, когда ты одного кормишь, потом другого укладываешь, потом ночью читаешь сценарий, потом с утра в 5 утра опять просыпаешься его покормить, и только мы остальные, там, средние и старшие, просыпаемся, ты уже убегаешь на работу. Спасибо тебе за твои бессонные ночи, за твою бескрайнюю и безграничную, необъятную любовь к нашим детям, и за то, что ты величайшая мать и величайшая жена в этом мире для меня. И я очень тебя люблю и всегда буду в неоплачиваемом долгу перед тобой за то, что ты для нас 4 пацанов сделала. Спасибо тебе, я моя тебя любовь. Очень люблю.
Дорогие мужчины, не скупитесь на щедрые слова для своих женщин. Нам это иногда так нужно. Просто одно доброе слово. Сегодня, наверное, была 1000. Спасибо тебе. Но праздник Тебе сегодня не у меня. Праздник сегодня у вас, дорогие друзья. И мы вас поздравляем! Поздравляем! А еще, мы едины в мечтах. И мы едины теперь в семье. Это правда. Я соглашусь с тобой. Спасибо. Следующий номер о том, как два разных мира мужчин и женщин учатся понимать, принимать и любить друг друга. Встречайте! На счет 3. В жизни самый главный дар — любовь. Найти стремится каждый вновь и вновь. Мы связаны судьбой и целою страной. Вас объявили мужем и женой. Сегодня стали мы одной семьей. Все на свете мы с тобой пройдем. К маме в дом родной, каждый выходной. И на матч футбольный ты со мной. Согласна? Обещай со мною обсуждать все, что смог таролог предсказать. Тебе придется ждать, ведь каждый день распять. Буду платье с туфлями менять. Сердце пылает огнем, ведь таинство счастья разделим вдвоем. Вместе семью создаем, и путь начинаем под белым крылом. Согласен помнить все даты наизусть. Согласен, и в заметках будут пусть, забыв от суеты, с меня тебе цветы. Согласна. И свозишь в Питер на мосты. А на рыбалку будешь отпускать. Конечно. Конечно, если будешь помогать, стирать и убирать, с детьми полдня играть. Согласен, и бонусом пиццу заказать. А сейчас мы обращаемся ко всем парам в зале. Мы зададим вопросы, с которыми сталкивается каждая семья. Девочки, если вы согласны, громко кричите. Парни, вы тоже? Попробуем? Согласны? Согласны? Всегда в объятиях засыпать? А Давид сердца не закрывать. Семью возить на море. Ее песни на повторе. С женой соглашаться на каждом разговоре. Согласны быть опорой друг для друга. И ждать, когда закончат игру с другом. Объятиями встречать. В любимый спорт вникать. Носки по дому порой не замечать. Обещают спешить с работы, ведь семья на первом месте. Быть романтиком не только в строчках новой песни. Я волновалась, что на свадьбе будет мало гостей, но этот день мы разделим всей страною своей. И если я когда-то дату нашей свадьбы забуду, эти ребята мне подскажут, теперь друзья отовсюду. Мы сегодня скажем клятву, что вдвоем до конца. Ведь
соединяет сердца. Счастье плясало зари, любовь над страною, как птица летит. Вместе пройдем до конца. Россия сегодня соединяет сердца. Спасибо огромное за этот фееричный номер! Сегодня в этом зале встретились пары со всей России. У каждого своя история, своя традиция. Но на самом деле мы едины. Едины в любви. А еще мы едины в мечтах. И мы едины теперь в семье. Именно из таких семей, как ваши, складывается будущее нашей страны. Пусть ваша любовь станет началом долгой и счастливой семейной жизни. Давайте сделаем на память фотографию. Я считаю, не обойдется сегодня без селфи. Пусть этот кадр останется в истории нашего фестиваля. Ты умеешь лучше. Конечно, я умею. Протрем жирный фильтр. На всякий случай так тоже всегда говорите просто. Ты умеешь лучше, ты умеешь лучше. Вы готовы? Давайте на раз, два, три. Едины в любви, да? Раз, два, три. Едины в любви! А теперь, я считаю, надо записать еще видео. Раз, два, три. Раз, два, три. Едины в любви! Ну, красивые все какие. Пойду видео посмотрю. Ой, какие хорошенькие. Вы правда невероятные. И нам сейчас очень хочется познакомиться с вами и вашими семьями поближе. Пойдем? Вы готовы? Мы ныряем к вам. Мы очень хотим посмотреть, что же вы написали на тарелках. Познакомиться с вашими родителями, узнать, откуда вы. Показывайте, пойдем. А ну-ка, Так. покажите вашу тарелочку. Есть тарелочка? А вот, нам машут. Так, пропала уже? Но мы там написали навсегда. Вы написали что? Навсегда. Всегда. А что именно подразумевалось? Но мы вместе навсегда, любовь наша навсегда, и все-все-все навсегда. И пусть будет так. Волнительно сегодня было? Очень. А вы из какого города? Город Павлово, Нижегородская область. Класс. А где же ваша семья? Где вы родные? Здрасте. Так, отлично, пойдем дальше, мы вас поздравляем. Как будто, знаете, хочется это сказать, горько вообще-то. Дорогие друзья, горько! Горько! Ой! Сейчас у нас будет конкурс на самый долгий поцелуй. Пойдем проверим всех остальных. Так. Здравствуйте, боже, какие все красивые, господи, боже. Ой, Ну скажите, извините. Здрасте. как вы себя сегодня ощущаете? Волнительно, радостно, и мы счастливы. Кстати, у нас для вас есть большой сюрприз, который мы готовим буквально вот сейчас на сцене, поэтому не расходитесь. Это еще не конец. Да ну и слушайте, у вас такие есть хорошие тамады. Сейчас пойдем дальше поспрашиваем. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, вы у нас откуда? Из Тулы. Так, какие планы на будущую неделю? Отдыхать. А как будете отдыхать? Хорошо. Хорошо. Вот нормальный ответ Мне мужчины. нравится. Правильно, поздравляю. Здравствуйте. Вы из какого города у нас? Так, а вот мне интересно, кто у вас в семье будет стирать? Я. Кто готовит завтрак жене? Я. Кто стирать жене? Я. Кто убирать за женой? Я. Вот, правильный. ну что ж ты портишь, только сказал, да, подожди. На самом деле мы очень любим и готовить, и стирать. Это все умеем. Это прекрасно.
Главное, что в радости, и главное, чтобы вместе. Мы вот, если честно, раньше не очень любила готовить, но когда в моей жизни появился муж, Я просто очень много ем. я решила начать пробовать обойти свою свекровь. Свекровь обойти никогда не получится. Она готовит вкуснее всех. Эти мамины котлеты, Нет. мамино пюре. Нет, она не готовит вкуснее всех, она просто все время готовит, несмотря на то, что у меня есть жена. Она просто шлет эту еду, и шлет эту еду, и Но шлет. потом у нас образовалась традиция. Субботний день. И каждую субботу мы готовим вместе. Я желаю вам тоже в доме иметь такую традицию. Готовить вместе. Что на тарелочке написали? Написали «аксиос». По-гречески означает «достоин». Как? Класс. «Аксиос». Аксиос, друзья! А почему именно так? Это говорят при венчании. Да, это говорят при венчании, и еще, когда у человека какой-то праздник, то в церкви оглашают «аксиос» или «аксия». Красиво. Очень. Фантастика. Спасибо вам огромное. Вау. Спасибо, счастье. Спасибо, счастья вам. Пойдем дальше. Здравствуйте, нам там машут. Так. Я вот еще, когда вас объявлял, я обратил внимание на ваш костюм и на ваш головной убор. Вы у нас из какого города? Мы с Республики Башкортостан, но, по Башкортостан, крайней точно. мере, я. Так. Какие... А вы откуда? Я с города Архангельска. О, Какой чувствуется город, такая так, горячая прекрасный кровь, город. да? Как вы себя сегодня ощущаете в новом формате, в семье? Небольшими звездами, наверное, потому что нас сегодня смотрят 1000 людей. Мы как будто вот такие маленькие звездочки зажглись на большом-большом небе. Я чуть-чуть опустошенно. Опустошен, да? Да, как раньше не будет. Да, я знаю это чувство, но оно проходит и наступает новое, хорошее какое. Ну потом, вы знаете, у меня есть очень занимательная история. Вы обязательно обратите внимание, послушайте. Мы, когда только начинали встречаться, решили сделать шаг друг к другу навстречу и съехаться. А моя свекровь будущая встретила меня, значит, в ресторане и говорит: доченька, а зачем съезжаться? Я говорю: вы понимаете, Татьяна Анатольевна, надо бы присмотреться друг к другу, а вдруг что-то не понравится, знаете ли, не притремся. А она говорит: доченька, не надо съезжаться, надо сразу жениться, потому что когда в браке все не нравится, ты разве не знаешь? Я говорю: да нет, неправда это все. Потом я поняла, что она имела в виду, а потом еще через пару лет как поняла, что она имела в виду. И сейчас я невероятно счастлива. Мы вам желаем многое-многое-многое лет вместе, взаимопонимания, радости. И чтобы вот теперь новое я ваше, такое единое целое, чтобы оно развивалось и дополняло вас друг друга, и чтобы дарило вам счастье и хорошее настроение. Поздравляем, поздравляем. Спасибо. Так, дальше. А я вот хочу маму одну спросить, если она... А вы мама? Так, а чья? О. Вот пара моя. А вы с какой стороны? Со стороны невесты или жениха? Свекровь. Здравствуйте, очень приятно. Так, расскажите, какие у вас будут обязанности? Обязанности самые лучшие. Так, что будете делать? Я? Да. Как будете помогать, поддерживать? Гонять. Гонять будете? Кого? Она на все согласная. Вы согласны? Я согласна. Я, между прочим... Я сказала да. Я, между прочим, ее первую взяла. Да? Вот, да. Как? Поэтому я сразу сказала: берем. Да? Да. Вот мне нравится, когда все зависит в семье от матери. Она главная. Я тоже считаю свою свекровь главной, потому что именно она меня побудила к тому, чтобы мы жили вместе. Именно она меня побудила к тому, чтобы я сказала «да». Именно она меня отправила рожать в родильный дом, да. Так что свекровь — это очень важно. Расскажите, какая у вас мечта уже на двоих? Мы хотим летать. Путешествовать? Я хочу, чтобы он стал пилотом. Чтобы стал пилотом. А уже есть предвестники? Да, я пилот гражданской авиации. Мы желаем вам укрепляться в этом каждый день. Пускай ваши мечты сбываются. Спасибо вам огромное, мы вас поздравляем. Вам большое спасибо. Мне очень нравится ваш фестиваль. Я очень всем благодарна. Желаю всем парам счастья, любви, всего самого лучшего. И пусть Бог вас хранит. Спасибо вам огромное. Счастья вашей семье. Счастья вашей семье. Счастья. Так, идем.
А вот... А где внучка? Где? Так идемте ж, конечно, а чего вы меня не видите? Идемте к внучке. Так, а как вас зовут? Лидия Владимировна. Лидия Владимировна, какие у вас эмоции сегодня, хочется спросить? Я так не могу, я так счастлива, потому что я летела, а потом мне сказали, что мы не увидимся. Я сильно расстроилась, а теперь вот увиделась, у меня аж слезы пробиваются. А что пожелали молодоженам? Конечно же, союз, чтобы был крепкий, и дети, чтобы были, и чтобы никогда не расставались. Это внучка моя, сына у меня нету, она у меня воспитывалась со мной. Так что я очень рада за них, за их семью, за Кирилла. Совет да любовь. Совет огромного счастья вам, огромного. Спасибо, поздравляем. Горько! Ой. Здравствуйте, Республика Адыгея. Адыгея с нами. Очень хотели попросить вас, чтобы вы им передали привет. А куда? Куда? Давайте все вместе. Республике Адыгея, привет. Давайте. Раз, два, три. Республике Адыгея, привет! Вы счастливы сегодня? Да, очень. Или немножко в прострации? Мы очень счастливы. Счастливы? Да. Но волнительно? Да, очень. Я аж поплакала много. А что будете делать завтра, вот первым делом? Кушать. Кушать? Поесть хорошо любите, да? А какое самое любимое блюдо готовит жена? Мне что готовят? Пасту. Пасту? Какая искусница, а? Вот назовите 3 самые яркие черты вашей жены. Харизма. Потом что, уют, это самое главное. И красота, это 100%. Спасибо. Счастья вам. И горько! Да? Солнечного Краснодарского края. Привет, Краснодарский край! Краснодарский край, привет! Новороссийск, привет! Кабинск, мы вас всех любим, всех, кого мы знаем. Хотим передать огромный привет. Хочу сказать всем спасибо, кто присутствовал вместе с нами и разделил этот прекрасный день. Всем спасибо. Ребят, не уходите. Вот скажите, как вы видите вашу семью через 10 лет? А мы ее не видим, мы будем ее строить. Камушек по камушку, идя к своей цели. Какой хороший, кстати, ответ. Мы ее не видим, мы ее сами будем строить. Поздравляем Здорово. вас. Стройте, пусть она будет большой-большой, крепкой, супер красивой и здоровой. Горько! Горько! Так. Пойдемте, пойдемте. Здравствуйте. А вы кто? Вы с чьей стороны будете? Вы невеста. А что, никогда не поздно. Вы тетя, прекрасно. Тетя жениха, ну какая Жених, активная. привет. Привет, поздравляю вас. Поздравляем вас. Ну вы мне расскажите, какая у вас уже организовалась семейная мечта? Путешествовать. Путешествовать. А куда хочется поехать? Куда-нибудь, где тепло и море. Я вам потом подскажу пару таких хороших мест, где можно и золотой картой, где можно и с 5000, я тоже знаю. Вам какой вариант больше нравится? Путешествовать, как я люблю, знаете, вот палатка, спальник или как мой муж, там, где теплый душ есть. Как ваш муж. Как муж, где теплый душ. Отлично. Может, мы, кстати, можем, вот мы по своей программе, а вы по своей, через пару лет, после медового месяца. А может быть и так. Мы вас поздравляем горько! Дорогие наши друзья, как мы вам ранее и говорили, у нас для вас, конечно же, есть большой сюрприз. Очень большой, очень красивый сюрприз, очень музыкальный сюрприз. Наш свадебный фестиваль не заканчивается. Нам было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо огромное, что объединили сегодня ваши сердца и ваши семьи. А теперь я с радостью объявляю хедлайнера нашего мероприятия. Харизматичного артиста. Подожди, еще не тебя. Счастливого мужа и отца. Да ну подожди, я не о тебе сейчас, на тебе дом поговорим. На сцене певец Мо!
смоют волны наши замки из песка. Что ты первым делом вспомнишь, если спросят про меня? Где другие строят стены, мы построили мосты. Есть в году одна проблема. Август — это ты. Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, счастливые семьи! Наше 31 число, как напоминание вместо слов. О чем клялись мы волнам, о чем, сколько раз не... Споем вместе. Тусовки, я к ним давно уже по-философски. Ножовкой я распилил всю жизнь на остановке. Но жестко нам оставалось, а немножко правда. И это правда в том, что катер наш причалил так. Мы наслаждались дождем, пока другие мокли. Ты сделала мою весну, а я не знаю, смог ли достроить, несмотря на все, этот любовный кампус. Кого-то разлучает боль, а нас разлучит август. Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь, если спросят про меня? Где другие строят стены, мы построили мосты. Есть в году одна проблема. Август — это ты. Ну жестко, слово печаль теперь мне стало тезкой. Буковский тоже пишу, но не с таким уж лосом. И кто с кем в тележке, супермаркетная на пандус. Я буду помнить, ты будешь помнить наш этот август. Наше 31 число, как напоминание вместо слов. О чем клялись мы волнам, сколько раз не было. Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь, если спросят про меня? Где другие строят стены, мы построили мосты. Есть в году одна проблема. Август — это ты. Дамы и господа, я желаю, чтобы, в принципе, единственная проблема в нашей жизни — это был август, и больше проблем у нас не было. Чтобы ваши семьи жили здорово, богато. Чтобы в ваших семьях всегда был мир и любовь. С праздником, друзья! С Днем семьи, любви и верности! I don't wanna be without you, I don't wanna live without you, say. A sadly, sadly moment, summertime is over. Какие все разные, но какие все красивые. Дамы и господа, если вдруг так получилось, что кто-то знает хоть одну композицию, давайте не стесняться, давайте сделаем самое красивое и самое громкое караоке. Начинать, и это тоже впереди. А пока что композиция, которая начинается со слов «Наверное, был неправ я». Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида, зависть, за это все прости, но, пожалуйста, давай. я буду самым, поверь мне, прошу. И лучше стану, чем был, я не вру. Ты заполняешь мою пустоту. Я за тобой в небеса и ко дну. Все-все я в тебе нашел. А что нашел? Абсолютно все. Все, что надо мне. И чуть-чуть еще. Вот моя спина.
приглашаем на медленный танец или не очень? Уезжаешь сегодня, улетаешь опять. Я не подам виду, что больно. Я тебя буду ждать. Как за мной ты скучаешь, продолжай мне писать. Я не вижу эти танцы. Давайте все вместе станцуем и споем. Абсолютно все. Я в тебе нашел. Что нашел? Абсолютно все. Все, что надо мне. И чуть-чуть еще. Вот моя спина, вот мое плечо. Это все твое. Абсолютно все. И где бы я бы ни был, слышишь, мы будем навсегда вдвоем. Это все абсолютно твое, 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 твое и твое. Припев. Я в тебе нашел. Давай. Абсолютно все. Все, что надо мне. И чуть-чуть еще. Вот моя спина. Вот мое плечо. Это все твое. Не, ну давай вместе это сделаем. Я хочу вас услышать. Я в тебе нашел. А что нашел? Все, что надо мне. Еще чуть. Вот моя. Вот мою. С праздником! С днем семьи, любви и верности! Я в тебе нашел абсолютно все. Все, что надо мне. И чуть-чуть еще. Вот моя спина. Вот мое плечо. Это все твое. Вы поете! Абсолютно все сегодня ваше. Аплодисменты всем поющим, танцующим и, конечно же, любящим. Это самые вялые аплодисменты в нашей жизни. Вы можете еще громче. Примерно так. Следующую композицию мало кто знает, но вдруг. Мы называем ее гимном любви. Любя. Кто-нибудь хоть раз слышал ее в жизни? Тогда давай вместе сделаем. Камера скрыт, мы с тобой крыт. Сяды запреты, мы раздеты. Нам уже нечего больше терять. Все повторится опять. Обыденно веет нарочитый бейт. Волокита, ломала меня на взрыв, бил копыта. Такая добрая грусть. Еще чуть-чуть, и я точно свихнусь. Да что ты делаешь, ты по децибелам предел твоего крика. Да тихо, да тихо, остынь. Это не прихоть, прости, мои запросы просты. Мне нужна только ты. Человека исправит боль и могила, а миром правит любовь. Что свято перед нее, простим Всевышний, но я в нею мысленно. Как нам друг без друга прожить и дня? Что, Капкан, ты самый опасный. Вы можете громче. Как нам друг без друга? После сегодняшнего мероприятия уже никак. Если вы тоже любите так же, как мы, две руки вверх, давай все. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Я разгадаю тебя как судоку. По вертикали, горизонтали сбоку. Как пластырь, тобою раны клею. Как классный, ты моя бонусея.
Бабка в камне, помню деньги будто Могу вчера запутал себя в тебе брутал. Но с каждой минуты понимаю, что чертовски прав был Ньютон. Воронка тянет люфта. Но ведь бывало, что хана, бывало, что хамом ты разжигала мне на сердце флам. Убивала нервы хамом, я тот еще, наверное. Ты резала прямо по швам, не стерва. А я куда без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь с треском. Мое чудовище, моя принцесска, мое сокровище ЮНЕСКО. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый. Две руки вверх, все. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Для меня, для меня. В этот прекрасный день, в этот прекрасный праздник хочется пожелать, чтобы света в этом мире было больше, чем тьмы, чтобы вот этих объятий было больше, чем отталкиваний, чтобы улыбающих лиц и глаз было больше, чем глаз и лиц равнодушных, чтобы любви было больше, чем ненависти, дамы и господа. Да будет так, и пусть нас там услышат. Давай на припеве сделаем так. Раз, как намек на нас. Два, уже правило. Три, важных слова. Сделаем чуть позже. Я не силен по арифметике, и мой пример беднее безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни. И важно уметь уловить в суете другими невидимый знак. Давай все вместе. Раз, как намек на нас. Два, уже правило. Три, важное слово. Одна, что оставлены мы, как устроены гласно, по-моему, больше, чем двое и вы, секунд любовь. Давай обниматься крепче, прижимать поближе. По жизни. Молодые семьи, 20-26, как дела? Намеки когда-то закончатся, и я скажу прямым текстом, что я без тебя и ты без меня, как ребенок без детства. Мы каждый день будем крепче, мы каждый раз будем ближе. Слова пассатижи, но мы добавляем пробелы, парочку фишек. Я хочу увидеть, чтобы все подняли одну руку вверх. Каждый человек в зале. И давай вместе с нами. Раз, как намек на нас. Два, уже правило. Три, важных слова. Одна, что оставлены мы, так устроены гласно, по-моему, больше, чем двое и вы, секунд любовь. И пусть свет укажет нам правильный путь. И пусть Бог всегда будет рядом с нашими семьями. И пусть мы будем счастливы. С праздником, друзья! Это любовь выше, чем все секвои. Крепче, прижимать поближе. Без остатка раствориться в этом дне и в этой любви. Следующая композиция основана на реальных событиях. Написана человеком,
с 10-летним опытом совместной жизни. Сейчас расскажу, как это бывает. А ты сажаешь всю мою иммунку просто так. В твоем океане я всего лишь юнга. И кто еще? И пустота, А ты танцевала мне на нервах. Нон-стоп, нон-стоп. Твое сердце холоднее даже чем самый холодный стетоскоп. Я влюблен в все закорючки. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. Будет дышать ею ночью и днем. Той женщиной, что безоружен. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. С нею пожар на ножах, у нас все, но без нее все еще хуже. Когда мужчина влюблен. Есть влюбленные мужчины и женщины сегодня. Приручила ты меня на изи, приручила прям как щенка. Я твой затянувшийся кризис и твой личная кошенка. Я влюблен в все закорючки. И я вновь наступлю на нашей любви грабли. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. Будет дышать ею ночью и днем. Той женщина, что безоружен. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. С нею пожар на ножах, у нас все, но без нее все еще хуже. Когда мужчина влюблен. Друзья, мы желаем вам всем большой чистой взаимной любви. Любите друг друга, любите свою страну, любите свое любимое дело. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. Будет дышать ею ночью и днем. Женщина, что безоружен. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. Мужики, ну давайте на чистоту. С ними то на ножах, то пожар, то не пойми, что происходит. Но без них мы как без рук, без них мы никуда. За вас, женщины, спасибо! Воздух ему ведь не нужен. Будет дышать ею ночью и днем. Той женщина, что безоружен. Когда мужчина влюблен, воздух ему ведь не нужен. С нею пожар на ножах, у нас все, но без нее все еще хуже. Когда мужчина влюблен. Всем любви! Но какая свадьба без танцев, да? Хотел сказать, какая свадьба без драки, но не сегодня. Итак, дамы и господа, приготовились. Она танцует поджарец, прямо на мне, прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе. О чем эти голоса поют в ее голове? Помнишь ли ты? Поднимаем две руки вверх, покажите. Она танцует поджарец, танцует прямо на мне, танцует прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе. О чем эти
Пока мир сходил с ума и повсюду траблы, эти танцы были нам как личный магний. Мой утром платы, я возьму забирать. Этот трек прямо по венам, она танцует на мне. Ты мой любимый оттенок света, что льется во тьме. Лучший дофамин — это когда мы до предела жизни ловим просто момент. Лучший дофамин — это не пролился, держу пари, это будет лучше. Бизнес-класс или вагон-купе, аэровокзалы и ЖД. Давай станцуем под шатре. Она танцуем под шатре. Танц прямо на мне, танц прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе. О чем эти голоса поют в ее голове? Еще разок, 2 руки. Хочу увидеть каждого. Она танцует под шатре. Я знаю, что ты не в себе. О чем эти голоса поют в ее голове? Помнишь ли ты пароли? Помнишь? Танцуют все. С праздником! С днем любви! С днем семьи! Танцует под шатре, танц прямо на мне, танц прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе. О чем эти голоса поют в ее голове? Помнишь ли? Давай танцуем все! Помнишь ли свой уикенд? Она танцует под шатре, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе. О чем эти голоса поют в ее голове? Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли свой уикенд? Заряжаем паруса любви. И на них плывем и танцуем до самого утра. Покажите мне эти танцы. Выше неба паруса, Свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так. С этой стороны как дела? Здесь как жизнь. Если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так катит. Day and night отпускай, чтобы все начать сначала. Двигаться по жизни надо, что в кайф, да, чтобы было им наполнено лайф, да, чтобы было куча да, чтобы было пять мама. Мы живем один раз здесь и сейчас, мы живем один раз, это про нас, чтобы делать мир добрее, в нем всех людей, что рядом и вокруг нас. Мы живем в этом мире, что при этом ворваться в потом. Живем в этом мире, что было, что вспомним потом. Живем в этом мире, чтобы сияло что? Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так Отпускаем все плохое и все проблемы и танцуем. Облетаю снова крылья, не беда. Если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так катит вайб. Day and night отпускай, чтобы все начать сначала. настрой свернуть прям горы, как соль, буду молодым. Ведь здесь еще на спорах, чтобы делать то, что мы захотим. Музыка не бизнес, так что welcome. Двигаться по жизни надо легко. Если ты навстречу, я бежишь босиком. Мы живем в этом мире, чтоб при этом ворваться в твой дом. Живем в этом мире, что было, что вспомним потом. Живем в этом мире, чтобы сияло, чтобы любовь сияла сегодня и всегда. Бесконечной суете мы становимся. Я хочу попросить каждого человека в зале поднять 2 руки. Мы можем это сделать или нет? Каждый человек в зале. 2 руки вверх. Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам.
Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так отпускай. Отпускаем все плохое и танцуем. Если босиком один на каблуках, просто потому что нам докатит дай отпускай, чтобы все начать сначала. Танцуют все! Каждый день праздник, каждый каждый из нас тут хоть немного Холливуд, отдыхаем просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот в слабак, остановиться никак. Давай жги кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Танцуют все! Свобода, это все про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Холливуд, мы не ждали здрасте. Мы сегодня тут, так что все хавайтесь. Мы поднимаем, нам уже планету в такт. Мы поднимаем белый, синий, красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Давай жги кабак. Нет больше. Кто-нибудь хочет уже домой идти спать, потому что устал? Кто-нибудь хочет продолжать, может быть? Продолжать нам и продолжать. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Дамы и господа, давай чуть-чуть вот так присядем все. Еще ниже. Прыгай! Все. Аплодисменты музыкантам, аплодисменты танцовщикам, аплодисменты организаторам и, конечно же, наши бурные продолжительные. Аплодисменты вам, ребята. За вами будет будущее. Любите друг друга, дарите свет. Я желаю вам всем здоровья, терпения, счастья, простого человеческого счастья. Будьте счастливы. И увидимся на наших и не только на наших концертах. Пусть победит любовь сегодня и всегда. Спасибо! Мод! Спасибо огромное! Громче, проводите аплодисмента счастливого отца и прекрасного музыканта.
Дорогие молодожены, за время фестиваля произошло много важных событий. В том числе 7 июля было подписано партнерское соглашение между Национальным центром России и Международным фестивалем молодежи. В рамках этого сотрудничества отбирается несколько пар, которые будут приглашены принять участие в программе фестиваля этой осенью. Больше об этом событии расскажет заместитель генерального директора, программный директор АНО, дирекция Всемирного фестиваля молодежи Артемьева Ксения Вячеславовна. Приглашаем ее на сцену. Добрый вечер, друзья! Безумно волнительно и радостно видеть столько счастливых, влюбленных и прекрасных пар. Вы сегодня не просто стали мужем и женой, вы не просто в очередной раз признались в любви друг к другу, но и, на мой взгляд, сделали очень важный и ответственный шаг. Вы признались на всю страну, да что там на всю страну, на весь мир, потому что это единственный в мире свадебный фестиваль, в любви к нашей стране, в любви к традиционным ценностям, ценностям, за которые мы боремся, на которых мы стоим и которые с огромным удовольствием готовы показать всему миру. Тем более, что в этом году будет прекрасный повод. В сентябре в городе Екатеринбург наша страна принимает большое международное событие. Это Международный фестиваль молодежи. Мы будем искренне рады и счастливы видеть вас в числе участников этого события, показать всю красоту, показать всю любовь, показать все искусство и весь талант. Но от себя лично я точно хочу поздравить еще одну пару, которая есть в этом зале. Это пара арт-кластера Таврида, Тёма Куба, Настя Бородина. Будьте счастливы, любите друг друга и покажите, как может любить весь мир. До встречи в Екатеринбурге, до встречи на Международном фестивале молодежи. Ксения Вячеславовна, спасибо вам за эти слова и спасибо за такую речь. Провожаем вас аплодисментами. Друзья, спасибо вам огромное за этот день. Еще раз поздравляем с днем рождения вашей семьи и рады, что это случилось на сегодняшнем нашем замечательном фестивале. Совсем скоро каждая пара получит свой семейный подарок. Получить свой семейный подарок вы можете сразу после церемонии на западном входе Национального центра. Это был 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Пусть с каждым годом счастливых семей становится все больше и больше. До новых встреч, друзья! Мы были очень рады видеть вас. Мы были очень рады разделить с вами этот день, эти эмоции и в очередной раз убедиться, что такое настоящее, прекрасное, теплое чувство, любовь. Любите, храни вас Господь. Спасибо!